привет! В этом видео я поделюсь рецептом нейтральной глазури, которую можно использовать для глазирования тортов, и также можно использовать создание эффекта леопарда. Если вам интересно, смотрите дальше. Для нейтральной глазури нам понадобятся следующие ингредиенты. Отмеряем на весах пектин. К пектину добавляем сахар. Перемешиваем. В ковшик насыпаем вторую порцию сахара. Добавляем воду. Добавляем глюкозный сироп. Глюкозный сироп в этом рецепте не заменить ничем. Ковшик ставим на плиту. Перемешивая, доводим до примерно 40 градусов и всыпаем сахар с пектином. Все перемешиваем венчиком, чтобы не образовались комочки. Помешивая, доводим массу до кипения. Как только начинала масса кипеть, добавляем лимонную кислоту. Лимонную кислоту лучше не заменять на лимонный сок, так как лимонная кислота более стабильная. После того, как ввели лимонную кислоту, надо прокипятить массу примерно 30 секунд. Снимаем с плиты, перемешиваем и переливаем в какую-нибудь емкость. Остужаем при комнатной температуре и потом ставим в холодильник. Предварительно покрываем пленкой в контакт, чтобы не образовался конденсат и масса не заветривалась. Как только она остыла до комнатной температуры, ставим в холодильник примерно на 5-8 часов. Глазурь должна стабилизироваться. После стабилизации глазурь становится вот такая гелевая, довольно плотная. Отмеряем нужное количество глазури и добавляем обычную воду 25% от веса глазури. Если мы берем 100 грамм глазури, добавляем 25 грамм воды. Воду можем добавлять сразу горячую. Подогреваем массу до кипения. Если надо, добавляем краситель. Перебиваем блендером. Если мы хотим украсить торт, как в этом видео, используя краскопульт, то глазурь мы используем примерно 60 градусов. Подготовила глазурь, окрасила в темно-красный такой вишневый цвет. Глазурь у меня немного выше 60 градусов, так как пока я все подготовлю, она очень быстро остынет до примерно 60 градусов. Ставлю в краскопульт и регулируем сам краскопульт, чтобы давление было среднее. Для велюра мы используем маленькое давление и маленькую крошку. А для глазури мы используем побольше, чтобы было это отверстие, побольше, чтобы выходила глазурь. Достаем торт. Я вот специально подготовила самый такой сложный торт, который очень эффектно смотрится, конкретно покрытый зеркальной глазурью. С велюром он тоже красиво смотрится, но его очень сложно красиво покрыть из краскопульта. Если есть аэрограф, тогда, конечно, в эти маленькие дырочки, отверстия легче попасть с велюром и покрыть таким нежным равномерным слоем. Или уже можем покупать готовые баллончики велюра, тоже с ними такой торт очень удобно покрывать, но это будет гораздо дороже. А вот чтобы покрыть в домашних условиях этот торт, чтобы было красиво, эффектно и несложно, идеально подходит нейтральная глазурь. Она садится на торт очень равномерно. Как только глазурь прикасается с холодной замороженной поверхностью, она сразу застывает. Но чтобы цвет самого торта был более насыщенный, я вначале нанесла один слой глазури,
поставила буквально на 5 минут в морозилку, чтобы этот слой застыл, и покрывала вторым слоем. Так мне не надо добавлять много красителя. И такие формы муссовых тортов, которые сложные, с такими разными углублениями, легче всего покрывать, держа торт в руках. Саму глазурь, которая остается на поверхности, у меня тут, как вы видите, силиконовый коврик, ее, конечно, мы можем собрать, если она тут у нас много пошла мимо. Собираем, подогреваем, пропускаем через сито, чтобы она была однородная, и можем, конечно, использовать заново. Глазурь мы храним в плотно закрытом контейнере в морозилке. Это такая довольно универсальная нейтральная глазурь. Готовится просто, используется довольно удобно. Как я сказала, эту глазурь можно наливать как обычную глазурь. У меня есть видео на канале, ссылку оставлю в описании, где я показываю. Если мы будем наливать глазурь обычным способом, то используем примерно 50-60 градусов. Также очень хорошо подходит для леопарда, получается очень красивая сеточка. И используем не ниже 70 градусов. А глазурь может быть 70-75 градусов для создания эффекта леопарда. Также у меня есть на канале и другой рецепт нейтральной глазури, которую я использую для леопарда. И возвращаемся к торту вишенки. Глазурь получается очень глянцевая, блестящая, очень красиво смотрится, покрыта равномерным слоем. Торт не меняется даже на второй день после разморозки. Он как был блестящий, глянцевый, так и остается. Глазурь не стекает. Глазурь не липкая, она вообще не липнет. Она вместе с тортом вот так держится, как одно целое. Она не отсоединяется от самого торта. Тут у меня внутри марципановый мусс, бисквит красный бархат и вишневая начинка. Эти все рецепты уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Обычно срок годности муссового торта это 72 часа. Конечно, смотреть надо на срок годности продуктов, которые используем. Но я не советую муссовые торты хранить более 24 часа. По вкусу, может, еще ничего не поменяется, но визуально муссовый торт теряет свою воздушность. Он со временем понемногу начинает как бы высыхать. Зеркальная глазурь может становиться менее зеркальная. Велюр может начинать не трескаться, а сам торт как бы высыхает, и видно, что велюр образуется такими как бугорочками. Примерно 5 часов после разморозки
торт остается идеально красивый, идеально вкусный. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!